В сегодняшней игре вы должны пробраться в сокровищницу, которую охраняет спящий дракон. Все участники должны собрать все нужное, не разбудить дракона и победить в игре. Но будьте осторожны, сладкий драконий сон может нарушить любая ошибочно взятая вещь или забытый предмет. И если дракон проснется, он будет жутко голоден. Для игры вам понадобится сама коробка. Вы кладете ее в центр стола так, чтобы всем было удобно до нее добраться. А внутрь высыпаете все жетоны предметов. Рядом с коробкой кладется стопка карт сокровищ. Каждый игрок получает карточку персонажа с памяткой на обороте и 5 карт сокровищ. Эти карточки нужно положить в ряд перед собой, так, чтобы все их видели. Это то, что игрок должен украсть у дракона. Один из игроков становится дозорным в первом раунде. Он берет песочные часы, вот такую замечательную фигуру дракона с прикрепленным к его хвосту маркером сна. На этом подготовка к игре заканчивается, и вы готовы к приключениям в игре «Не буди дракона». Игра длится 3 раунда. Каждый раунд начинается с того, что все игроки должны запомнить, какие сокровища и в каком порядке лежат перед ними. Вот у меня тут какой-то свиток, гриб, сумка, котелок и золотой ключ. Кроме того, все игроки должны постараться запомнить, какие карточки лежат перед дозорным. Когда все готовы, карточки сокровищ переворачиваются. Коробка закрывается крышкой, и все жетоны внутри перемешиваются. Дозорный переворачивает песочные часы и прячет их за фигуркой дракона так, чтобы только он мог за этими часами наблюдать. Коробка с жетонами открывается, и начинается поиск сокровищ. Все игроки одновременно роются в коробке в поисках тех жетонов, которые совпадают с теми, что изображены на картах сокровищ. Если им кажется, что они нашли совпадающий, они берут жетон и кладут его на карту, где, по их мнению, этот предмет нарисован. Вы можете брать и рассматривать любые жетоны, но убирать из коробки можете только те, которые в итоге кладете на карты. Можно подсказывать друг другу, советоваться, причем дозорный тоже может советовать, но не может ничего брать сам из коробки. Не забывайте, что помимо жетонов для себя вы должны еще достать как можно больше сокровищ на карты дозорного. Дозорный должен внимательно следить за часами и громко объявить, когда песок в часах закончится. В этот момент все должны немедленно прекратить поиски, иначе вы разбудите дракона. После этого начинается проверка. Игроки переворачивают карты и смотрят, правильно ли они положили на них жетоны. Вот у меня здесь. Здесь совпадение есть. Здесь тоже совпадение есть. Здесь совпадение есть. За каждый отсутствующий жетон или жетон, лежащий не на своем месте, игроки перемещают маркер сна на 1 шаг по направлению к голове дракона. Вот таким образом. Вот видите, здесь такие специальные вырезы есть, куда этот маркер и вставляется. И если в какой-то момент жетон доходит вот до этого места, дракон открывает глаза, и все проигрывают. Если же по итогам раунда маркер сна еще не добрался до головы, вот в моем случае раз, два, 2 ошибки, пока он еще достаточно далеко, дракон у нас еще пока спит, начинается новый раунд. Все жетоны предметов убираются обратно в коробку. Игроки переворачивают свои карточки лицом вниз, не меняя их расположение. Фигурка дракона вместе с часами передаются игроку справа. Теперь он становится дозорным. Но самое главное, игроки берут еще по одной карте сокровищ, и начинается раунд. Теперь вы должны найти те же самые предметы, плюс еще один новый, который добавился в этом раунде каждому игроку.
включая дозорного. Тут вам может помочь то, что новую карточку можно положить в любое место в ряду. В начало, в конец или куда-нибудь засунуть в середину между карточками. То есть вы можете хоть как-то сгруппировать их, чтобы было удобнее их запомнить. Таким образом, в третьем раунде у всех будет по 7 карточек. И если по итогам проверки в конце третьего раунда вы не разбудите дракона, ну тогда вы самые отважные, ловкие и смелые воришки, настоящие охотники за сокровищами. Если игра покажется вам слишком легкой, вы можете добавить карты снов. Они делятся на два типа. Это обычные и кошмары. В конце каждого раунда вы открываете по одной карте каждого типа и совместно решаете, какую из них будете использовать в следующем раунде. Как вы уже успели догадаться, они усложняют правила игры. Например, если вы выберете вот эту карточку, то вы закроете коробкой от дозорного внутренности нашей коробочки со всеми жетонами внутри, так, чтобы он вообще никак не мог вам помогать. А вот эта карточка говорит вам о том, что дозорный во время процесса поиска предметов должен петь колыбельную, чтобы усыпить дракона и он спокойно спал. И есть, например, еще вот такая карточка. Здесь игроки могут переговариваться только шепотом. Опять же, чтобы не разбудить дракона. А здесь написано, что перед началом следующего раунда игроки должны поменять местами свою крайнюю правую и крайнюю левую карту, ну, чтобы запутать самого себя. В общем, карты усложняют. Кошмары сложнее обычных снов, но зато, выбрав кошмар, вы тут же можете передвинуть маркер сна на одно деление назад. Да, это чудесная игра для детей. Веселая, напряженная, классно придуманная и сделанная. Простая по правилам, азартная и учит многим полезным вещам. Контролировать время, умению работать в команде, внимательности и, конечно, развивает память. Возраст на коробке написан от 6 до 99 лет, и это абсолютно справедливо. Это, безусловно, еще и семейная игра, потому что это одна из тех игр, в которой ребенок может почувствовать, что он играет на равных с более старшими членами семьи. Так что обратите внимание на игру «Не буди дракона». А на этом у меня сегодня все. С вами был Дмитрий, канал Geek Media. Играйте в настольные игры. Всем хорошего. Пока-пока.